Здравствуйте, дорогие друзья! В этом ролике мы рассмотрим с вами интересные моменты и новинки в механизме торговли с жителями, а также несколько нововведений, появившихся в версии 1.14. Все материалы по теме в очередной раз предоставлены нашим другом Инсургента, за что ему в очередной раз спасибо. Итак, перед нами жители с возможными вариантами прокачки торговли. Это условные 5 уровней, где начальный так и называется новичок, а максимально прокачанный мастер. Интерфейс торговли теперь изменен. С версии 1.14 все доступные варианты обмена у жителей находятся в левой панели и видны одновременно, а не перелистыванием, как в предыдущих версиях. Новичок, подмастерье, ремесленник, эксперт и замыкает мастер с максимально возможным количеством лотов в перечне. Количество лотов у разных профессий может отличаться. Внешнее отличие этих рангов можно определить по цвету, то ли мешочка, то ли бляхи, которые вы видите на поясах жителей. Помимо этого, каждый специалист имеет свои особенные элементы одежды, и у многих различные головные уборы. Кстати, тут на этой карте у всех продавцов одежда окраски равнинных жителей, но в других биомах она отличается оттенками. Вот взгляните для примера на библиотекаря. Равнина, болото, пустыня и саванна. Как и в большинстве игр, прокачивать следующий уровень сложнее, чем предыдущий. Хотя если торговать открытыми торгами последнего уровня, то опыт идет также быстро. Обратите внимание на изменение количества опыта у новичка и подмастерья. Разница очевидна. Торги, независимо от ранга продавца и его товаров, обнуляются дважды за игровой день. В отличие от предыдущей версии, когда нужно было купить что-то лишнее, чтобы разблокировать лот, популярный для вас и закрытый, после множественного использования. После каждого цикла торгов цена будет меняться не в вашу пользу. Часто покупаемый товар становится дороже, а продаваемый вами дешевеет. Хотя и поднявшаяся ранее цена тоже падает, если торги по этому товару отсутствуют. Тут действует принцип «спрос рождает предложение». Видимо, разработчики подогнали логику этого процесса поближе к реальной жизни. Хотя их до сих пор не смущают камни, висящие в воздухе. Но не будем об этом. Про то, что торги обнулились, вы поймете по звуку от ближайшего блока профессии. У каждого блока он свой и соответствует звуку работы на нем. Причем даже на тех блоках, на которых пока никаких действий произвести нельзя. Как, например, стол инструментальщика выдает звук удара молотком по железу. С самого начала ролика у тебя, мой любопытный друг, в голове засел вопрос, что же это за ряды жителей? А это эксперимент Инсургента, целью которого было выяснение подробностей и возможных закономерностей в механике торговли. Результаты исследования я кратко расскажу, ну а для тех, кто хочет подробностей, я оставил ссылку на карту в описании к видео. Скачивайте, изучайте. Сразу скажу о том, что и я, и автор карты не исключаем возможность разного рода ошибок и недочетов. Если вы найдете что-то критичное, то пишите в комментариях ваши замечания, и при необходимости карту мы переделаем и перезальем. Перед вами 13 рядов по 25 жителей. Каждый ряд – это отдельная профессия. Все 25 жителей в ряду прокачаны до мастера. В результате наблюдений над каждым рядом появился стенд с вариантом товаров у данного вида продавцов. Первый ряд – это пастух. Стол перед ним, помимо того, что присваивает жителю профессию, дает нам возможность крафтить флаги. Сам пастух торгует шерстью и всем, что с ней связано, в том числе и краской. Второй ряд представляет рыбак. Самая ценная, на мой взгляд, новинка тут – это нить. Ее он начинает покупать с уровня новичок, а при наличии у вас фермы пауков это весьма выгодный ресурс. Помимо ресурса есть и совсем уже революционное новшество, а именно бочка. По сути своей это одинарный сундук, над которым можно ставить плотный блок, и он будет открываться. Посмотрите, в таком положении сундук не откроется, а бочка запросто. Третий по списку – мясник. Стол у него действующий блок под названием коптильня.
используется для приготовления еды. Принцип работы такой же, как и у печки, но с одной особенностью. Скорость приготовления еды выше, как минимум в 2 раза, а расход топлива такой же, как и у обычной печи. В отличие от мясника прошлых версий, этот покупает все виды сырого мяса, блоки ламинарий и сладкие ягоды. 4-м рядом бронники. Тут стол также работает и является специализированной печью, приспособленной для ускоренной переплавки руды. Расход топлива также одинаков, но скорость работы выше. Из новинок этот житель покупает ведра лавы и продает колокола, про необходимость которых я говорил в предыдущих гайдах. Картографы. Тут стол дает возможность создавать карты и ламинировать их. Иначе говоря, оградить карту от изменений. Это удобно для сравнения местности типа «до» и «после», «было» и «стало». Товары все мы видим на стенде. 6-й ряд – лучники. Стол тут на данный момент является просто декоративным. Из интересного в товарах отмечу арбалет, а также нити и перья. Это любителям ферм, опять же, на заметку. 7-й ряд – оружейники. Блок профессии точила. Дает возможность снимать чары с предметов и чинить их, возвращая при этом потраченный опыт. В продаже новинка версии колокол. Ряд 8 – инструментальщики. Блок профессий тоже декоративный. В продаже также, помимо прочего, колокол. Причем у инструментальщиков этот предмет попадается чаще, чем у оружейников. Напомню, что это важная деталь при создании ферм железа. Каменщики. Лично я ждал этого давно. Жители скупают камень, как обычный, так и гранит и диорит с андезитом. Игроки, которые много и нудно копают, поймут меня. Блок профессий тут ужасная циркулярка, на удивление не приносящая вреда. Имеет полезное свойство, на ней можно создавать ступени с огромной экономией. Из товаров, как я сказал, интересен камень и, внимание, красный кирпич и кварц. Теперь, думаю, настала очередь строителей радоваться. 10-й по нашему списку – библиотекарь. Его стол стоит отдельного видео, но ограничусь кратким мастер-классом. Внешне он не подает признаков того, что имеет какие-то функции, помимо выдачи профессии жителю. Однако, если сделать вот такую несложную схему, то мы уже получим интересный элемент, который можно использовать, например, в квестах, типа «пролистни 7 страниц и дверь откроется». По товарам теперь библиотекарь стал более сложен. Теперь он продает от 1 до 4 книг. Фермер теперь стал скупать еще и свеклу. Но главная особенность – это его стол профессии – компостер. При помощи него можно перерабатывать продукты питания, семена и даже саженцы деревьев в костную муку. 12-й ряд – это кожевенник. Про котел ведьмы мы давно все уже знаем, и товаров особенных я не вижу. Все, в принципе, у вас на экране. И завершаем затянувшееся описание священником. Блок у него также известная всем варочная стойка, не поменявшая функции и оформления. Помимо прочего, он теперь стал скупать семена адского нароста. Цены на привычные нам товары теперь изменились в худшую сторону. Светокамень и красная пыль станут на серверах более ценными. И да, чуть не забыл, помимо основного каста жителей в игре появился странник, который будет совершенно случайно появляться и пропадать. Сопровождать его будут лама, а торги у него будут уникальными. По причине того, что он будет исчезать, мы не стали включать в обзор его торги. Ведь вы можете с ним вообще никогда не встретиться, и рассчитывать на них особо смысла нет. На этом вроде бы все. Мы постарались сделать обзор всех профессий, которые нам удалось найти. Если вы заметили, что пропущена какая-либо профессия или важная деталь, то обязательно напишите об этом в комментариях. И мы исправим это на карте, сделав такой же подробный анализ. Помимо этого, не забудьте оставить комментарий с вашим мнением по новой системе торговли и поставить лайк, чтобы я мог понять, делать ли для вас еще подобные разборы или этот формат для вас не очень интересен. Поверьте, это важно. Спасибо за ваше внимание. Пока-пока.